You know, in Theravada system, actually, sometimes I'm happy, sometimes I'm sad. Why we sad? And sometimes I'm angry, sometimes I'm so nice. We check that also. Nice, isn't it? To meditate on that. So we have three feelings, no? We are not many pleasure, unpleasure, and neutral, like natural, naturalness. But in a Mahayana system, especially Arya Sanga's text, they say you have to go beyond the pleasure and unpleasure. We have these thoughts. This is very pleasure, this is very nice, this is not unpleasure and pleasure. 대담 위대 go. The first one is clean. It's called Zangda Vichang. You have to go beyond that. Second, you have to go beyond the feeling of pleasure and unpleasure, pleasant and unpleasant. We have music, we cannot hear, or it's not so pleasant. We have all these things, isn't that? Every single thing make you feeling. Food also, if it's too spicy, it's not pleasant in my tongue. Everything we have these thoughts. As long having these thoughts, we are still in here in the samsara, not realizing that your natural mind doesn't feel nothing. Your natural mind will not feel it's pleasant or unpleasant, isn't it? So that's why going beyond that is the second mindfulness they call now English translated, but actually it's contemplation of your feeling. It's the Sorotema. So in Arya Sangha Buddha Maitreya's text, Uddha Tantra, actually in Uddha Tantra saying that we have to go beyond the second meditation. During the four foundation mindfulness, you can reach enlightenment, I tell you. You are good enough to do that, really. But we know that, but we're not doing that much, isn't it? So it's the second contemplation of the foundation mindfulness meditation. Okay? И что касается медитации на 4 основаниях внимательности, то первая медитация или же первые 4 предметов – это медитация на собственном теле. И в традиции Theravada обычно эта медитация и ведется вместе с размышлениями о непостоянстве нашего тела. То есть вы понимаете, что каждый момент наше тело меняется. То есть то, с каким телом мы сели сюда 2 часа с половиной уже тому назад, и сейчас это 2 разных тела. И поэтому обращается внимание на именно аспект непостоянства тела. И что касается Махаяны, то опять же здесь есть медитация на тело, но здесь немножечко примешивается другой аспект. Вместе с этой медитацией на тело предполагается или же предлагается медитировать или же поразмышлять о чистоте или же не о чистоте своего тела, потому что чистота или нечистота тела – это вообще такой очень интересный предмет, потому что с одной стороны, до тех пор, пока у нас есть очень четкое разграничение того, что хорошо, плохо, чисто, грязно, приемлемо, неприемлемо, приятно или же отвратительно, до тех пор мы будем вращаться в самсаре. И поэтому эта медитация направлена на то, чтобы помедитировать на свое тело и избавиться от этой концепции чистого или нечистого, или же хорошего или плохого. Извините, отвлекусь, просто вспомнила один прекрасный пример по поводу чистоты или нечистоты тела. Один учитель тоже говорил, что, например, волосы на голове любимой женщины – это такая прелесть, но когда этот волосок мы находим в супе, это такая гадость. Вот примерно в этом ключе и предлагается нам помедитировать о чистоте, не о чистоте, и о том, как можно превзойти вот эти понятия чистого или грязного, противного, или же, наоборот, привлекательного. И сам Асанга говорил, что через практику этих 4 оснований внимательности можно на самом деле очень хорошо прийти к практике 6 парамид, потому что, например, практика отчета или же отдавания, или же поднесения собственного тела – это и есть практика первой парамиды щедрости. И, как мы уже сказали, все эти медитации не направлены на то, чтобы избавиться от этой дуальности или же нашего постоянного разделения, которое автоматически происходит в уме. И второе основание внимательности – это осознавание или же развлечение наших чувств, потому что, опять же, в традиции Theravada всегда говорится, что в нашей голове существует очень много чувств, ощущений того, как мы выражаем собственное отношение к чему-то. То есть мы можем быть счастливыми, мы можем быть печальными, мы можем быть злыми, мы можем быть приятными.
Вот все это предлагается проверить и осознать, познакомиться со всеми этими ощущениями. На самом деле в буддизме вот эти ощущения классифицируют в три большие группы. Они достаточно легкие. Это ощущения приятные, ощущения неприятные, ощущения нейтральные. И вот Асанга говорил, что очень важно превзойти, опять же, вот эту дуальность приятного и неприятного. Например, есть музыка, которая просто нас бесит, она нам настолько считается, кажется нам неприятной, а для других людей это приятно. И поэтому вот поразмышлять в этой медитации, что же такое приятное, что делает это приятным, почему это нам кажется неприятным, почему иногда это приятно, иногда это неприятно. Вот это вот и есть, опять же, основа этой медитации, которая заставляет нас немножечко сравнять вот эти противоположности и выровнять наше отношение к тому, что происходит внутри нас самих. Потому что, опять же, до тех пор, пока у нас есть дуальность, пока у нас есть четкое различение хорошего, плохого, принимаю или же отвергаю, до тех пор мы вращаемся в самсаре. И поэтому вот второе основание внимательности или же второй объект медитации – это медитация на собственных чувствах и ощущениях. So, third contemplation of the mindfulness is our mind. Contemplation on the mind. The mindfulness on our mind. Understand? Meditation of that. And here Theravada system, I don't say Hinayana, but Theravada system, they think, meditate on the mind, how our mind looks like, for example. It is big, it is small, it has shape or not, where is the mind, and it is not in the brain, it is not in the heart, it is not in the stomach, where is the mind, for example, and it is not visible, something like that. They check through that, meditate, which is very nice too, isn't it? So here, Mahayana system, especially in the training of the mind, the four foundation mindfulness. What here check is that we have the concept, which has the impermanent or not permanent. Understand? This is impermanent or permanent. So everything what we wish, lasting years, that long lasting, everything. Nothing can be forever long lasting, isn't it? So this concept, as long having we cannot be out of samsara actually. So we have to go beyond their permanent, impermanent. That is called. Your mind is not permanent, your mind is not impermanent, isn't it? Your concept, your thoughts, all the emotions are impermanent. But somehow the continuation of your mind is not impermanent, something like that. But not like that, not only saying that, you just have to go beyond that, this concept. Through this meditation, there's more details to tell, of course. Yeah? It's a very huge subject. It says 2 books. And in the Buddha Sutra, it says 3 volumes sutra only for foundation mindfulness. From the Langavatara Sutra explains about that. Very huge subject, very interesting, really. Very detailedly taught. And so anyway, we have to go beyond that concept. If you are beyond that concept, you are already in the Mahamudra. You don't need to think about that I didn't touch Mahamudra. You know, J.K. Sumbo said, the people who say I'm practicing Mahamudra, you not practice Mahamudra because you're still touching on Mahamudra. So once you don't feel that, then you practice that Mahamudra. So if you say I'm Mahamudra practitioner, means it's ego, selfish, everything's there. Own Mahamudra word, which is even worse than other things, I think. That's why J.K. Sumbo said, without touching the 3 great subject, Mahamudra, Dzogchen, Madhyamika, without touching that is the best practice. When you touch it, you are not a good practitioner actually. So that's why it's not a pure view, he said. So that's why. So third one is that we have to try to go beyond that concept, which is called permanent, impermanent, isn't it? It's very beautiful reading. I found that it's nice way explained. It's not just to simple meditation that you see the mind or
very cutting through all this concept, isn't it? The last one is called foundation, mind foundation, mindfulness, or contemplate, we call, is the phenomena. Understand? Phenomena, Dharma? So all the phenomena, right? So here, really important is this grasping, self-grasping, existing of me and my, understand? I and my. So here it goes first through, we have to go concept beyond that. Ego existing or not existing. Existing is also a problem, without existing is also a problem. We have to go beyond that. Ziba, self-grasping, understand? So if you don't have the my, just you don't have I. That's very clear, isn't it? So Nagarjuna said, don't destroy the I, but you destroy the my. If you don't have the my, you cannot name I, because they are related, interconnected, understand? So there's two egos there, person, individuals, person ego, and phenomena ego is called. So to going beyond that, existing or not existing, not just to cut into something, this concept. When you are beyond this four concept, it's called the four misconcept. That's just the really root of samsara. You know, ignorance, all these things we all tell. But what is really clean is this four concept. And this four concept, if you cut through the four foundation mindfulness meditation, you are in Mahamudra already. So that's why it's very profound meditation, isn't it? So this you can do after Shine, as I told before. You can do that. If you're doing that, then it's very good meditation. Then you got it. Sort of information of how to do the Samatha meditation and also Vipassana meditation a little bit. Afterwards, you see something different. Sahtong is called. Special insight means you see something special that before you not see. It means that you see, now like that. It's not worse like that, no? If I say all the time, no, selfless, egoless, all three we said, but it's not also like that. It's not less of the whatever, but it's have to go beyond that. So you see something different. Sahtong to Ven.Korpon, Vipassana meditation, right? So it comes automatically. It's really used. You don't need to have special effort. It's already coming there. So this is the how to do the meditation practice, basic meditation practice today. And after we maybe do short meditation, then that's all. Ну и третье основание внимательности – это медитация или же основание ума. И в традиции Theravada, опять же, нам предлагается во время этой медитации посмотреть на сам ум. Какой он, как мы его можем описать? Является ли он большим или является он маленьким? Есть ли у него какая-то форма, где этот ум находится в нашем мозге или же в нашем сердце? Или, может быть, мне иногда кажется, что где-то ум находится в животе, как животик счастлив, ребенок счастлив. Вот. Но в любом случае, вот эта медитация на то, чтобы посмотреть, что такое наш ум, где он находится и как он вообще выглядит. Вообще выглядит он вообще как-то или вообще никак не выглядит. И каким он является, постоянным или непостоянным. И вот эта концепция постоянства или же непостоянства, это та концепция, которую мы должны преодолеть во время этой медитации. Потому что до тех пор, пока у нас есть вот эти концепции или четкое разграничение то, что это существует постоянно, а вот это не постоянно, до тех пор мы будем вращаться в самсаре. И опять же, медитация на постоянство и непостоянство делается в концепции наблюдения за собственным умом, потому что говорится, что комбинируется здесь и постоянство, и непостоянство. И очень часто люди говорят, что в принципе как бы окей, но как это выглядит на самом деле. Так вот, здесь есть прекрасная медитация, когда мы наблюдаем за собственным умом, то вот этот раздел непостоянства, он относится к нашим мыслям. То есть, когда мы начинаем отслеживать свой ум и понимаем, что мысли постоянно меняются, то есть получается, что вроде как ум, он не постоянный. С другой стороны,
несмотря на то, что там все поменялось, но этот ум как бы он все равно продолжался, мы же как бы не изменились с того, что было там 2 или 3 часа тому назад, или там 5 или 10 лет, это все равно еще мы, да, то есть как бы вот тут и постоянство, и непостоянство, оно все смешано вместе, и вот таким образом, размышляя и медитируя над этим, мы превосходим концепцию постоянства и непостоянства. Вообще, на самом деле, это огромный-огромный предмет, и самая известная работа, или же, опять же, сутра, которая приписывается словам Будды, это 3 тома Ланкаватары сутры, в которой, как опять же говорится, о 4 основаниях мудрости, внимательности, и поэтому, кому интересно, можете почитать. Так вот, если вы действительно превзойдете вот эти понятия постоянства и непостоянства, если вы это сможете реализовать, понять, освоить, то тогда вам не нужна никакая будет махамудра, вы в ней будете находиться автоматически. И опять же, Джиктен Сунгон, или же прародитель, или основатель линии Ven.Korpon Kunsang говорил, что на самом деле, если человек говорит, что он практикует махамудру, то это никакая не махамудра. Махамудру нужно практиковать, не касаясь махамудры. И легко, конечно, сказать, но это очень легко сделать, нелегко сделать, потому что очень часто такие высокие практики, как махамудра, вместо того, чтобы избавляться от концепции, они ведут к тому, что наоборот возрастает наше эго, наше самомнение, гордость и так далее. И поэтому, опять же, как Джиктен Сунгон сказал, без прикосновения нужно практиковать махамудру, дзогчен и мадхьямику. Если мы к ним прикоснемся, то это уже не истинная практика. Ну вот, значит, 3-е основание внимательности у нас предназначено для того, чтобы прорубить дорогу или же выйти за пределы понятий постоянного и непостоянного. И 4-е основание внимательности – это наблюдение за внешними феноменами, или же их также называют дармой. Наверное, все знают, что слово дарма означает не только учение, но дарма как предметы, как вещи. И в этой медитации очень важно перейти концепцию хватания за «я» и «моё». И здесь мы подходим именно к работе с собственным эго, когда мы размышляем, вообще эго существует или же не существует, за что мы вообще хватаемся и стоит ли за это хвататься, а если это хватание есть, то тогда за что мы вообще хватаемся, за что мы боремся. И здесь мы рассматриваем, что такое «я» и что такое «моё». И, например, Нагарджуна говорил, что не нужно разрушать понятие «я», нужно разрушать понятие «моё», потому что если нету «моего», то тогда получается, что нету и «меня». И опять же, мы здесь работаем над 2 видами эго или же самости нашей собственной и того, что мы видим вокруг, то, что мы считаем принадлежащим нам. И когда мы выходим за предел вот этой дуальности «я», «моё» и все остальное, то тогда, опять же, мы отрезаем корень самсары. Ну так вот, если получится прорубиться через все эти 4 концепции при помощи медитации на 4 оснований внимательности, то тогда все будет классно, мы тогда тренируем шаматху и випассану, и тогда наступит действительно настоящая випассана, потому что настоящая випассана, как мы уже сказали, это особое воззрение, или особый взгляд, или особое прозрение. Так вот, в чем это прозрение это заключается? В том, что не то, что там мы начнем видеть какие-то краски или какие-то сумасшедшие вещи. В обыкновенных вещах мы начнем видеть вот то, что раньше мы не подмечали, вот эту вот истинную природу, вот мы начнем это видеть совершенно с другой стороны. Вот, да, значит, если у нас будет хорошая шаматха, или же шине, если мы при помощи шине будем практиковать 4 основания внимательности, то